Друзья, сегодня мы будем делать необычных шарозверей, а понадобится нам для этого полимерная глина. Из нее будут выполнены основные детали. У меня самая обычная крафт клей цвета телесного и небольшой кусочек меха. Мех может быть белый, цветной, любой, на ваш выбор. У меня вот такой небольшой обрезок, который мне пригодится для создания целой игрушки. Первым делом разминаем полимерную глину до такого состояния, чтобы из нее можно было легко лепить. Опять же, цвет в данном случае значения особого не имеет, он должен быть лишь светлее изначально задуманного, потому что мы с вами будем тонировать детали при помощи сухой пастели. Первым делом я леплю рожки. По моей задумке у шарозверя должны быть вот такие вот небольшие оленьи рожки. Затем я леплю ручки. Это небольшие такие вот колбасочки, которые я разделяю на пальчики и в дальнейшем придаю им форму при помощи различных инструментов. Пальчики должны быть аккуратными, маленькими, поэтому здесь работа кропотливая, но она безусловно того стоит. Особенно это видно в конечном варианте, за эти маленькие ручки так и хочется игрушку трогать. Вы можете делать совершенно любые конечности, совершенно любые детали. Главное, продумайте вашу задумку с начала и до конца. Так вам будет легче воплощать задуманное, и результат вас непременно порадует. Я использую вот такой вот металлический инструмент. Я купила его в художественном магазине, но на самом деле это стоматологический зонд, который используется стоматологами при манипуляциях в ротовой полости. Очень удобный инструмент, им можно работать как вот этим вот острым концом, так и по всей вот этой вот поверхности. Она гладкая, очень удобная. И вот здесь на конце другом шарик, им тоже приходится работать. Поэтому смело покупайте, инструмент недорогой, но фактически вечный, с ним ничего не случится, и он прослужит вам очень долго. В своем мастер-классе я хотела бы как можно больше времени уделить созданию деталей, для того, чтобы вы поняли, как именно создаются игрушки и как работать с тем или иным материалом. Поэтому устраивайтесь поудобнее, смотрите, если вам что-то нужно, спрашивайте, я охотно отвечу на ваши вопросы. А сейчас мы завершаем работу над ручкой. Она вот такая вот у меня небольшая, изогнута в 3 направлениях, видите, да? Кисть, плечо и предплечье. В ручках и в ножках мы будем делать отверстия. Отверстия нужны будут нам для пришивания. Хочу заметить, что в рожках нет отверстий, а это значит, что они будут крепиться иначе. Как? Вы скоро узнаете. Но все детали, в принципе, можно делать пришивными. Как пришивными, так и не пришивными. Но об этом мы поговорим на этапе сборки. Ножки делаем тоже такими же. Для них я делаю сразу 2 заготовки, для того, чтобы они получились у меня одинакового размера. На самом деле самое сложное в создании небольших деталей – это именно то, что все детали должны быть одного размера. Это не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому имейте в виду, что детали нужно делать сразу заготовками и потом уже дорабатывать их. Вот, например, я сделала такие заготовочки под ножки, сравниваю их и продолжаю лепить. Здесь пальчики у меня будут покрупнее, поэтому я леплю, не разделяя, не разрезая их ножницами, как делала это в случае с ручками. Тоже все просто. Вспоминаем школьную лепку из пластилина и получаем удовольствие от давно забытого процесса. Кстати, таких зверей могут легко делать и дети. Смотрите, детали очень простые. Работа над ними несложная, вы можете детали эти еще больше упростить, и тогда с детьми можете придумать их персонажей, которых сначала попросите их нарисовать на бумаге, придумать им имена, придумать цвет, и только после лепить их из полимерной глины. Занятие увлекательное, в отличие от пластилина, полимерная глина не липнет к рукам, на ней не остается следов. Однако, если вы делаете игрушки на продажу или какие-то такие вот вещи, когда вам нужно, чтобы они были идеальными, то попробуйте лепить в перчатках, в медицинских перчатках. Так следов от подушечек пальцев не останется совсем, поэтому имейте в виду. Но если вы лепите руками, как я, то после процедуры лепки можно разгладить все детали, намотав на палец влажную салфетку и как следует пройдясь по деталям. Однако мы будем тонировать наши детали, ножки, ручки
рожки сухой пастелью. Она, кстати, сглаживает очень сильно рельеф, поэтому даже следов от подушечек пальцев будет незаметно. Но если вы не собираетесь тонировать, учтите два момента. Либо вы лепите в перчатках, если не хотите, чтобы оставались отпечатки пальцев, либо после лепки проходитесь влажной салфеткой по всей заготовке целиком и стираете, скажем так, свои отпечатки. Кстати, вот коготки, процесс, который вы сейчас наблюдаете, можно сделать как при помощи острого вот такого вот инструмента, так и при помощи насаживания готовых коготков на лапку. Поэтому, как вам удобнее, попробуйте, проэкспериментируйте. Можно сделать когти отдельно, запечь их в духовке и после этого, после запекания когтей, добавить их, вкрутить их в свежую полимерную глину в лапки и снова запечь. Так они будут прочно держаться и к тому же будут уже готовы, и вам будет проще работать без мелких деталей. Так же, как и в ручках, в ножках делаем отверстия и продолжаем лепить остальные детали. Всего деталей у нас будет 2 ручки, 2 ножки, 2 рожков и 1 клювик. Опять же повторюсь, что детали могут быть совершенно любыми. Как вы придумали, вот так вот и лепите. Я показываю вам на примере не самого сложного зверика, которого придумал еще мой сын. Мы их много таких сделали, поэтому у нас их целая коллекция. Вдруг вы захотите повторить именно этого зверя, тогда можете смело пользоваться данным мастер-классом. Также по задумке у нас будут пластиковые ушки, которые мы лепим из тонкого слоя полимерной глины. Учтите, что полимерная глина бывает разной плотности, бывает мягкая, бывает чуть потверже. Я люблю средней твердости, ту, которая не имеет маркировки soft, потому что из мягкой полимерной глины такие детали лепить сложнее, они хуже держат форму и при запекании могут немножко эту форму потерять. Поэтому я использую среднюю твердость полимерной глины. Но детям, кстати, нравится обычно мягкая полимерная глина, потому что из нее намного проще лепить и быстрее. Попробуйте разные виды, можно даже их смешать для того, чтобы добиться нужной консистенции. Ушко готово, оно будет тоже с отверстием, потому что будет пришиваться. Еще одна деталь в нашу коллекцию. Вот такие 2 ушка получились. И финальная деталь — это клюв. Можно сделать, кстати, носик, но я вот сделала птичий клювик, мне показалось так интереснее. Острой палочкой наносим разделительную линию, формируем улыбку. Такая вот у нас получается забавная птичка. Наносим линию глубоко, для того, чтобы в дальнейшем разгладить ее инструментом и сделать имитацию того, что это 2 половинки одного большого клюва. Такие вот металлические шарики, которые вы можете встретить в магазинах художественных, тоже пригодятся, можете смело покупать, потому что ими легко делать углубления, легко разглаживать. Без них, конечно, можно обойтись, но если вам комфортно иметь под рукой большое количество инструментов, то смело покупайте. Маленький, средний шарик должны вам понравится и пригодится. Разглаживаем, разделяя 2 части клюва вот этим вот незаменимым инструментом, который мне очень нравится и который меня спасает всегда в любой ситуации, связанной с лепкой. Такой вот у нас получается клювик. Дальше выкладываем наши заготовки на керамическую тарелочку. Тарелочка нам будет пригождаться постоянно, не 1 раз и не 2. Потому что на ней мы будем и тонировать детали, и запекать детали, и покрывать их лаком, и снова запекать. Такая технология покрытия лаком с обжигом сейчас вам откроется, и я думаю, что вам понравится. Тонировать будем в этот раз при помощи сухой пастели. Нужно покупать именно не масляную пастель, а сухую. У меня вот такая вот пачечка. Обычно это самые ходовые цвета при тонировании игрушек. Рыжие, телесные, белые, черные, серые. Поэтому я вот пользуюсь именно ими.
Есть два способа работы с сухой пастелью. Первый способ я вам сейчас показываю. Обычным канцелярским ножом нужно на бумажку сточить нужное количество пастели. Также есть способ с наждачной бумагой. Тонкую наждачную бумагу вы берете и на нее натираете пастель. И кисточкой с наждачной бумаги берете нужное количество пигмента, втираете его в полимерную глину. Сначала большое количество пигмента накладываем в углубление. Я постараюсь как можно подробно рассказать об этом процессе, поэтому внимательно слушайте. В углубление наносим сухую пастель для того, чтобы придать детали объем. Сначала будем наносить основной цвет, а потом тени. Распределяем пигмент при помощи синтетической кисточки. Если я не ошибаюсь, у меня в руках сейчас кисточка номер 2, не сильно толстая, но работать с ней довольно удобно. Можно для покрытия больших деталей брать кисточку и потолще. Главная задача – распределять пигмент, втирая его в полимерную глину. Опять же, если у вас будет слишком мягкая полимерная глина, она будет удерживать больше пигмента, поэтому учитывайте этот момент. У меня средней жесткости, и работать с ней довольно удобно. Прокрашиваем все углубления и прокрашиваем по контуру для того, чтобы придать нашей детали объем. Я вот сейчас увидела на видео, что кисточка номер 1, единичка все-таки, значит. Работать удобно именно синтетической кистью, а не белкой или не пони или не колонком, потому что жесткости кисточки у вас должно быть достаточно для того, чтобы именно втирать пигмент в деталь, которую вы тонируете. Придание объема тоже дело не самое сложное, потому что в основном ваша задача сейчас именно пройтись по углублениям и пройтись по контуру для того, чтобы затемнить его в том месте, где он будет стыковаться с мехом. Скрываем, скажем так, истинный цвет полимерной глины, оставляя его лишь на тех участках, где объем немножко выступает, скажем так, сохраняя блики. Теперь очередь темной пастели. Ей мы прокрашиваем снова все углубления, но уже не так тщательно, как делали мы это при помощи светлой пастели. Опять же нажимаем на кисточку и вот такими движениями прокрашивающими втираем. Слегка дуем для того, чтобы лишние частички пигмента улетели, они нам не нужны. Периодически наносим пигмент, дуем, наносим пигмент, дуем. Можно сухой кисточкой протирать, но мне удобнее вот просто сдувать. Пигмент будет закреплен на полимерной глине. Первое, при помощи запекания. Нагреваясь, вот эти вот самые поры, в которых удерживается пигмент, они у нас закроются. И пластик, который похож на пластилин, превратится в пластмассу. По ощущениям будет обычная пластмасса. Учитывайте это. Второй способ закрепления – это лак. Мы будем использовать запекаемый полимерный лак, который требует обжига. Именно он будет закрывать окончательно пигмент в нашей полимерной глине. Есть, конечно же, другие способы тонирования. Во-первых, вы можете взять уже цветную полимерную глину и слепить из нее детали нужного вам цвета. Правда, тогда не будет той самой глубины, которую мы достигаем при тонировании. Я хочу вам показать именно, как можно раскрашивать полимерную глину для того, чтобы детали получались живыми с такими натуралистичными переходами цвета. Также можно тонировать уже готовые детали из полимерной глины при помощи акриловой краски. Желательно, чтобы это была матовая краска по стеклу и керамике. Опять же, тут уже можно использовать обжиг, а можно уже и не использовать, потому что акриловые краски, в принципе, без труда будут держаться на пластиковых деталях и ничем не помешают вам. В дальнейшем они не будут отваливаться, однако цвет будет не такой, как бы вам объяснить, матовый и натуралистичный. По моему опыту, самый натуральный способ тонирования полимерной глины именно сухой пастелью, потому что создается ощущение и такой второй кожи, знаете, то есть вот когда держите деталь в руках, которая тонирована сухой пастелью, у вас появляется ощущение, что эта деталь сделана из какой-то кожи. Она очень живая и натуралистичная. Акриловая краска все же дает кое-где мазки, которые видны будут. Как бы вы их ни растушевывали, так или иначе они будут видны. Есть еще один способ тонирования как полимерной глины, так и меха. Это
тонирование при помощи аэрографа. Водными акриловыми красками можно тонировать как мех, так и полимерную глину. Правда, эта технология несколько дорогостоящая, однако, если вы профессионально решили заниматься игрушками, безусловно, стоит приобрести аэрограф со специальными красками. Аэрограф небольшой, скажем так, ручной, поэтому, если вдруг вы надумаете освоить эту технологию, мы с вами к ней обязательно вернемся чуть позже. Наши детали тонируются, скажем так, не сильно быстро. Это процесс такой кропотливый, хоть и очень интересный. Я вам постараюсь немножко его ускорить, но все-таки, чтобы вы понимали, как именно это делается. Не бойтесь переходов цвета, не бойтесь экспериментировать с тенями. Если у вас что-то не получится в процессе, вы можете взять влажную салфетку и просто место, где у вас большое количество краски, затереть при помощи влажной салфеточки. В нашем случае все детали будут видны как с обратной стороны, так и с лицевой стороны, то есть пяточки вот на таких лапках будут тоже видны, поэтому я тоже их тонирую для того, чтобы сохранить нужный мне объем, чтобы аккуратность была очень высокой. И ноготочки тоже можно тонировать, то есть тонировать нужно все детали, которые будут заметны. Вот там, где деталь пришивается, где отверстие, совершенно не обязательно этого делать, потому что она все равно будет глубоко в мехе. Ножка готова. Осталось тонировать еще несколько деталей. Вот рожки я решила затонировать следующим образом. Слегка тонировать оранжевой пастелью сами выступы и темного добавить не в углублениях, а именно на кончиках рожек, для того, чтобы выделить их из основной массы, скажем так, меха, потому что рожки будут довольно глубоко сидеть по задумке в игрушке, и лишь кончики их будут торчать. Поэтому вот эти кончики я решила тонировать в темный цвет. И получилось, кстати, очень интересно, потому что они получились такими живыми, рога получились живыми. Вот, смотрите, готовый результат. Рожки, я напоминаю, не будут пришиваться, будут приклеиваться, поэтому в них нет отверстия. Итак, готовые детали, которые мы тонировали сухой пастелью, нам необходимо отправить в обжиг. Обжиг и его температурный режим написан, как правило, на упаковке полимерной глины. У меня это 30 минут при температуре 130 градусов. Духовка обычная электрическая. Микроволновка в данном случае не подойдет. Учтите этот момент, только духовка. В данном случае нет альтернативы. После того, как детали полностью запеклись и остыли, что очень важно, особенно для тонких деталей, с маленькими пальчиками, с ушками, например, важно остудить прямо на тарелочке, если есть возможность дождаться остывания прямо в духовке при открытой дверце. Только после этого можно продолжать работу. Следующий этап будет покрывание лаком. У меня вот такой лак матовый для полимерной глины. Он требует обжига после нанесения, а именно вы покрываете деталь лаком, даете ей полностью просохнуть в течение времени, которое написано на упаковке, если не ошибаюсь, 12 часов. И после этого ставите в духовку на 100 градусов на 10 минут. Именно так достигается максимальная прочность и матовость. Лак можно купить глянцевый. При нанесении, кстати, именно вот даже матовый лак будет глянцевым. Но после его финальной обработки лак станет все же несколько матовым. Но все же он не будет таким матовым, как мы привыкли, например, на маникюре видеть, да, когда наносится лак, и он сразу становится таким вот пыльным. Нет, все же даже такой лак, который называется матовым, оставит глянцевый эффект небольшой, и это тоже нужно учитывать. Если не покрывать лаком, то игрушка со временем и с активной в нее игрой потеряет часть пигмента. Но все же, если вы решили оставить так, как есть, именно с сухой пастелью на полимерной глине, в принципе, бояться за то, что игрушка обесцветится, совершенно не стоит, потому что пигмент до конца не выйдет из полимерной глины, благодаря тому, что мы его хорошо втирали. Вот результат после обжига с лаком. Посмотрите, все же небольшая глянцевость на деталях осталась. Мне, конечно, хотелось бы этого избежать, но в данном случае, на данной игрушке, я решила оставить так, как есть.
потому что вот, например, на рожках это смотрится замечательно. А вот что касается ручек, ножек и ушек, я бы, конечно, хотела, чтобы блеска было поменьше. Но данный материал дает именно вот такой эффект. Этот лак я покупаю еще и для того, чтобы делать для игрушек глазки. Дальше мех. Мех у меня не самый простой, он сделан на такой вот сшитой основе, которая довольно сильно сыпется. Поэтому при резке я использую маникюрные ножницы с острыми концами. Для того, чтобы не травмировать сами волокна, я подлезаю нижним концом прямо под основу, не срезая волокна. Но если ваш мех немножко другого качества, то смело режьте его любыми ножницами, потому что именно в данной игрушке особого значения как резать не имеет, потому что мы будем делать из этого меха помпон. Кстати, как альтернатива вы можете использовать уже готовые помпоны, например, с ключей. Вы можете купить на маркетплейсах готовые помпоны, которые приделаны, например, к брелкам, и использовать их в качестве основы для вашей игрушки. Я же буду делать помпон самостоятельно, но не простой помпон, а с утяжелителем. Сейчас вы видите, как я вырезаю из стрейчевой ткани, с трикотажной ткани, именно которая тянется, кружок, который чуть больше по радиусу, чем заготовка из меха. Мне нужно это для того, чтобы наполнить его стеклянным гранулятом. Сейчас на видео вы видите в мисочке гранулят, утяжелитель из стекла. Можете использовать как металлический утяжелитель, так и, например, бюджетный вариант – это песок или крупа, для того, чтобы наша игрушка крепко и твердо стояла. Дело в том, что при создании таких вот зверей на основе помпонов есть риск, что мордашка с пластиковыми деталями будет перевешивать, и ваш зверек не будет хорошо стоять, а будет падать, скажем так, вниз клювом или вниз лапками. Поэтому его утяжелить очень важно. Да и держать в руках игрушку, которая имеет такой существенный вес, намного приятнее. Вы тоже, опять же, поймете это по своему опыту. Поэтому делаем мешочек с утяжелителем. Это может быть крупа, рис или даже мелкая галька или песок. Но вот заключить ее в такой мешочек будет удобнее именно для создания этой игрушки, для создания помпона. Вот такой вот готовый мягкий мешочек у меня получился. Теперь так же, как и мешочек, по кругу прошиваем меховую деталь для того, чтобы затянуть ее, вложить внутрь наш мешочек с утяжелителем, добавить наполнителя, а именно синтепона, и стянуть по кругу, чтобы наш утяжеленный помпон получился нужной формы. Сначала затягиваем слегка, помещаем внутрь готовый мешочек. Помпон должен быть плотный, крепко держаться его края, то есть мы сейчас должны максимально поработать над тем, чтобы сделать его качественным. Добавляем синтепон и туго затягиваем. Используйте прочные нитки. Я, как правило, использую двойную нить для того, чтобы создавать такие помпоны, чтобы наверняка она не лопнула. Отверстие зашиваем потайным швом. Тратим на это столько времени, сколько нужно. Здесь торопиться не стоит. Хотя, конечно, мех многое прощает. Мех прощает наши неаккуратные движения, наши неаккуратные швы. Поэтому шить меховые игрушки намного проще, чем шить тканевые игрушки. Даже закрепка в мехе, которая зацепляется в кончик основы, не так будет видна, как закрепка, например, в ткани. Вот такой у нас утяжеленный помпон получился для того, чтобы собрать на нем зверя. Прочесываем как следует, особенно место шва, где мы стягивали помпон. Вот именно здесь место и располагается. Примеряем глазки. Глазки я примеряла, мне кажется, весь процесс создания своего зверя. И так в конце все равно приклеила совершенно другие глаза. Сейчас вы увидите, как именно это было. Место стягивания помпона нам нужно выстричь, поскольку мордашка будет находиться в глубине меха. Опять новые глазки. И для того, чтобы приклеить клювик, и для того, чтобы приклеить глазки, нам нужно добраться до основы. Иначе висящая на волокнах деталь, конечно же, будет недолговечной и быстро отваливаться. Для того, чтобы присоединять детали к меху, я использую самый простой клей под названием Космофен.
Вы наверняка его встречали в своей жизни, еще называют холодная сварка. Приклеивает он быстро и держит очень крепко. Глазки. Я так и не смогла подобрать глазки, которые бы мне понравились, поэтому я решила сделать их самостоятельно по второму кругу. Глазки я делаю при помощи лака, того же самого, которым покрывала детали. Есть подробное описание, оставлю вам ссылку, как именно этот процесс происходит. Детали, которые не пришивные, а именно рожки, я также приклеиваю на космофен, раздвигая волокна шерсти, точнее меха, и прижимая к основе, как следует прижимая к основе деталь, чтобы соединилась именно тканевая основа искусственного меха и деталь из полимерной глины. Держится крепко, оторвать невозможно. Если вы используете именно этот моментальный клей, то вы поймете, что на самом деле это надежное крепление. Остальные детали, кроме клюва и рожек, у меня пришивные, а именно ручки, ножки и ушки. Продеваю в отверстие ниточку, опять же заметьте, нитка двойная и очень прочная, и вывожу иголочку с другой стороны для того, чтобы, затягивая, определить положение конечности. Чем сильнее вы тянете, тем сильнее конечность отводится в сторону. Также и с другой ручкой. Пришивать можно как по бокам, так немножко и на лицевую сторону. Все зависит от длины меха. Учитывайте все особенности материала и делайте ручки длиннее либо короче относительно длины волокон вашего искусственного меха. У меня ручки вот так вот будут слегка выглядывать. Стричь мех не бойтесь. Уже готовую игрушку можно смело стричь, расчесывать для того, чтобы придать ей нужную форму, нужный объем. Здесь я делаю углубление под глазки, еще раз проверяя нужное мне положение. И вырезаю уже готовые глазки из распечатки, которые сделаны на основе лака, вы помните. Глазки вырезаются и примеряются разные. До того, как приклеить, глазки нужно обязательно примерить. Маленькие, большие, пробуйте разные варианты, вы наверняка найдете тот самый лучший вариант, который вашу игрушку сделает особенной и ни на что не похожей. Глазки я также приклеиваю на космофен и крепко вдавливаю внутрь, для того, чтобы немножко волокна на них зашли и приклеились. Видите, я здесь еще подстригла пузико нашему зверьку, для того, чтобы видны были нижние лапки. Я немного не рассчитала, и они у меня из-за меха оказались не видны. А это зеленый дружочек. Видите, у этого зверя есть еще такой вот зеленый дружок-корешок, который вместе с ним родился на одном мастер-классе. Попробуйте, у вас обязательно получится.